Это был молодой город, молодое населением, средний возраст жителей Припяти 26 лет и своим возрастом. Первый камешек города был заложен в 1970 году, а в 1973 нам с мужем дали там квартиру, и мы перебрались с детьми туда жить. В 1973 году Припять состояла из 2 микрорайонов, один из которых только начинался строиться. Все остальное это был пустырь и лес. Но Припять быстро развивалась и расстраивалась. Жили мы очень хорошо. У нас все было самое лучшее медобслуживание, лучшее образование для наших детей, лучшие условия для жизни. У нас была не просто поликлиника, а медико-санитарная часть от Москвы. Она называлась МСЧ-126. Диспансеризацию мы проходили не для галочки, а по-настоящему. Наших детей учили лучшие учителя. В каждой школе работало 5-6 заслуженных учителей Украины или СССР. О нас заботились, мы были обласканы судьбой. Это был образцово-показательный город, город-сказка. За год до аварии у нас появился 3-й ребенок, поэтому я в то время находилась в декретном отпуске, а муж работал бригадиром строительной бригады на строительстве 5 и 6 блоков ЧС. Когда произошла авария, мы спали и даже не знали, что что-то случилось. Утром 26 апреля я отправила старших детей в школу и осталась с малышом дома. В это время на станции велась отчаянная борьба с локализацией последствий аварии. Спешно подавали воду для охлаждения разрушенного реактора номер 4. В аварийном режиме гасили остальные энергоблоки станции. Многие из сотрудников станции к тому моменту уже получили смертельные дозы облучения. В первых числах мая они в страшных муках умрут в московской клинике номер 6. Где-то около 8 утра мне позвонила соседка и сказала, что ее соседка со станции не вернулась. Там авария произошла. Я сразу же кинулась к своим соседям, кумовьям, а они с ночи уже на сумках сидят. Им кум позвонил и рассказал об аварии. К часам 11 наши дети прибежали домой и рассказали, что в школе забили все окна и двери, и их никуда не выпускали. А потом помыли вокруг школы территорию и машины, выпустили их на улицу и сказали бежать домой. Наш друг-стоматолог рассказывал, что их всех ночью подняли по тревоге и вызвали в больницу, куда всю ночь возили людей со станции. Облученных сильно тошнило. К утру вся больница была в рвотных массах. Это было жутко. После очищающих кровь капельниц многим из госпитализированных стало значительно лучше. Убийственный характер полученных ими поражений начнет проявляться лишь через много дней. Это состояние иногда называют состоянием живого трупа. Человек обречен, но чувствует себя почти нормально. Часам 12 к станции в город начали въезжать БТРы. Это было жуткое зрелище. Эти молодые ребята шли насмерть. Они сидели там даже без лепесточков, не защищены вообще были. Войска все прибывали, все больше становилось милиции, вертолеты летали. Телевидение нам отключили, поэтому о самой аварии, что именно произошло и каковы масштабы, мы ничего не знали. По радио сообщили, что к 15:00 всему населению необходимо быть готовым к эвакуации. Для этого нужно собрать с собой необходимые на 3 дня вещи и продукты и выйти на улицу. Мы так и сделали. Мы жили почти на окраине города, и получилось так, что после того, как мы вышли, мы еще больше часа простояли на улице. В каждом дворе было по 3-4 милиционера, которые делали поквартирный обход. Они заходили в каждый дом и каждую квартиру. Тех, кто не хотел эвакуироваться, выводили силой. Подъезжали автобусы, люди загружались и выезжали. Вот так мы и уехали со 100 рублями в кармане и вещами и продуктами на 3 дня. Решение об эвакуации серьезно запоздало из-за того, что долгое время считалось, что аварийный реактор хоть и пострадал, но в общем цел, а значит радиоактивность Припяти будет падать. Но уровни лишь увеличивались. И как только ранним утром 27 апреля стало ясно, что реактор разрушен, правительственная комиссия приняла решение об эвакуации города. Но многие жители Припяти, включая детей, успели сильно облучиться. Нас увезли в село Марьяновка Полесского района, которого сегодня уже тоже нет на карте. Там мы пробыли 3 дня. К вечеру 3-го дня стало известно, что радиационный фон растет и в Марьяновке. Стало понятно, что ждать нам нечего и нужно самим что-то решать, ведь у нас на руках было 3 детей. В тот же вечер на последнем автобусе из Полесского мы уехали в Киев, а оттуда муж меня с детьми отвез к маме в село.
Я много лет была в санитарной дружине и четко знала, что первым делом по приезду к маме надо помыться и постираться. Так мы и поступили. Мы с мамой вырыли яму, все туда закинули и залили всем, что было. Было сложно, но выхода не было. Мне еще повезло, что у меня мама была, было куда ехать. Другим, кому некуда было ехать, было еще сложнее. Их расселяли по гостиницам, пансионатам, санаториям. Детей отправляли в лагеря, родители их потом по всей Украине месяцами искали. А мы выжили благодаря соседям и родственникам. Я порой проснусь, выхожу на улицу, а на пороге дома уже стоит молоко, хлеб, кусочек сыра, яйца, масло. Так мы и прожили там полгода. Было очень сложно и страшно, ведь мы не знали, что с нами будет. Когда уже какое-то время прошло, я стала понимать, что обратно мы уже не вернемся, и сказала об этом маме. А мама, никогда не забуду, сказала: «Неужели этой сказки среди леса больше не будет?» Я говорю: «Не будет, мама, больше не будет». После аварии радиационное облако долго стояло над Припятью, потом рассеялось и пошло дальше. Мне говорили, что если бы тогда пошел дождь, то эвакуировать было бы уже некого, нам очень повезло. Дождя над Припятью и всей зоной вообще не было потом еще долго. Тучи разгоняли искусственно, чтобы не допустить смыва радиоактивной пыли в притоке Днепра. Нам уже никто ничего не говорил, какой уровень радиации, какую дозу мы получили. Ничего. А мы уже пробыли до эвакуации в этой зоне 38 часов. Мы насквозь были всем этим пропитаны. И все это время нам никто не оказывал никакой помощи. Хотя у нас в городе было много сандружин, а в каждом управлении на складе лежали и ящики, на каждого члена семьи, антидоты, калий-йод, респираторы и одежда. Все это было, только никто не воспользовался этим. Нам йод принесли только на второй день, когда его пить было уже бесполезно. Вот мы и развезли радиацию по всей Украине. Вообще по радиационной обстановке людей нужно было вывозить до какого-то пропускного пункта, там мыть, переодевать, пересаживать в другой транспорт и везти дальше, где на определенном расстоянии должен был находиться следующий пропускной пункт, где снова нужно было замерять радиационный уровень и снова всех мыть и переодевать. Но этого никто не делал. Мы выезжали в чем были, вещи вывозили, кто мог на машинах уезжали. Самоэвакуация из Припяти и других близких станций и населенных пунктов любыми способами, в том числе и пешком, началась уже утром 26 апреля, несмотря на все меры по предотвращению утечки информации о том, что именно происходило на ЧС. У медиков на этот счет были строгие указания о том, что можно писать, а что нельзя. Все те, кто были в курсе, что происходит и чем это нам грозит, давали подписку о неразглашении. В итоге мы все инвалиды. Сегодня многих уже нет в живых, а из тех, кто еще жив, большинство страдает заболеваниями щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта. С годами увеличивается количество онкозаболеваний, неврологических и кардиологических осложнений. В августе 1986 года нам разрешили вернуться в Припять, но только за вещами. Когда мы приехали, нас встретил не цветущий молодой город, а серый бетонный забор и колючая проволока. Так теперь выглядит наш город-сказка. И тогда я поняла, что больше здесь никто и никогда жить не будет. Нас выгрузили в центре и разрешили пройти в свои квартиры, но не больше, чем на 2-3 часа. Как сейчас помню, всю землю в Припяти весь верхний слой сняли. На площади в центре стояли баки с землей, и вот в одном из таких баков цвела такая одинокая красная роза, и больше ни живой души, ни собак, ни котов, ни людей. Идешь по городу и слышишь свои шаги. Это невозможно передать словами. И я тогда мужу сказала, что больше никогда сюда не вернусь, не смогу еще раз это пережить. В первые месяцы после эвакуации Припять была полна брошенными домашними животными. Их шерсть отлично впитывала радиацию, и забирать с собой зверей не разрешали. Впоследствии собаки одичали, сбились в стаи и стали нападать на людей. Была организована специальная операция по их отстрелу. Нашу квартиру пытались взломать, но не смогли, только дверь перекосили. Мы зашли в квартиру, собрали кое-какие вещи, в основном документы, и сняли наш звоночек и люстру. Так нам хотелось хоть кусочек от той прекрасной жизни до аварии увезти с собой в новую жизнь. Вывозить разрешали далеко не все, и каждый вывозимый предмет подлежал обязательному дозиметрическому контролю. Это только по телевизору показывали, как встречают эвакуированных. На самом деле нас никто не встречал с распростертыми объятиями. Нас боялись и обижали часто. Мы выживали как могли.
А сколько было случаев, когда люди ехали к родственникам, а у них перед носом двери закрывали, потому что считали их заразными, и люди оставались на улице. Все это было и было жутко, далеко не все смогли с этим справиться. Когда эвакуированным начали давать жилье, нам дали квартиру в Теплодаре, но так как там не оказалось 4-комнатных квартир, нас отправили в Одессу. В Одессе дали 3-комнатную квартиру на семью из 5 человек. У меня тогда такая обида за все это была. И такой крик души. Я взяла и написала письмо Горбачеву. Копия письма, кстати, до сих пор дома хранится. А через 3 дня мне пришло уведомление, что мое письмо дошло до адресата. Перед Новым годом нам дали 4-комнатную квартиру на поселке Котовского. Новый 1987 год мы встречали в новой квартире. Вокруг одни коробки, муж скрутил какой-то стол, нашел веточку сосны на улице. Мы ее кое-как украсили, накрыли стол, наполнили бокалы, и вдруг гаснет свет. Поначалу такая тишина гробовая повисла, и вдруг все начинают реветь. Дети так плакали, что мы не знали, как их успокоить. Это был какой-то переломный момент полного осознания, что теперь все будет по-другому. Вот такой у нас был первый Новый год новой жизни. Сегодня у нас большая семья, 3 детей, 3 внуков. До 90-х годов нас, эвакуированных, вообще не воспринимали как пострадавших от аварии. Никто и ничего даже слышать не хотел ни о каких последствиях катастрофы. И все это несмотря на то, что люди болели, теряли ни с того ни с сего сознание, падали прямо на улице, мучились страшными головными болями, у детей шла кровь носом. Позже нас все-таки признали, а сейчас как-то так складывается, что эвакуированных опять стараются откинуть. Даже заявили, что ликвидаторам аварий на ЧС будут пенсию поднимать, а эвакуированным нет. Но ведь мы инвалиды такие же, как и ликвидаторы. Среди нас нет ни одного здорового человека. В законе ясно сказано, если человек пробыл в зоне 1 рабочий день 8 часов до 31 июля, он считается ликвидатором, а мы пробыли там 38 часов. Но с годами нас пытаются отодвинуть, и нам становится обидно, ведь ликвидация начиналась именно с нас. Социальными гарантиями сейчас вообще сложно, и это касается не только чернобыльцев. Но нам в этом плане очень повезло, так как большим подспорьем для нас является наша городская программа, в рамках которой город оказывает материальную помощь 200 чернобыльцам. Программа работает уже 8 лет, и мы с ее помощью пытаемся оказать помощь наиболее нуждающимся инвалидам первой группы. Также у нас есть городская программа оздоровления, а с прошлого года по аналогии с городской программой такая же программа заработала и в Одесской области. Проблем у нас очень много, не всегда все удается решить, но мы стараемся. Сложно, люди разные, кто-то понимает, а кто-то нет. Но мы стараемся помочь всем, если не материально, то хотя бы советом или какой-то поддержкой. Если я доживу и у меня будет здоровье, я очень хочу на 30-ю годовщину аварии поехать в Припять и снять фильм о нашем городе-сказке. Хочу все заснять. Каждый сантиметр, каждый кирпичик, каждый листочек, чтобы больше к этому никогда не возвращаться. Для меня это очень тяжело, но я мечтаю это сделать. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.